Привет, друзья! Всем привет, вы на канале Pop Music, с вами диванные эксперты Владимир И Алексей. также известные как Вова и... Алешенька. Да, то в комментариях жалуются, что мы вдруг переименовались, но тем не менее. Значит, тут у нас коробка. Огромная, карбоновая на вид. Да, с педалькой, кнопками и под названием Zoom G11 и еще Multi-Effects процессор там написано. Погнали, давайте послушаем. Космолет выглядит просто, конечно, впечатляюще. Если так его увидеть в первый раз в жизни, можно прям потеряться, испугаться и подумать: о господи, как много здесь всего. Хотя, конечно, те, кто знакомы с предыдущими моделями процессоров Zoom, узнает и управление, и кнопочки, и только разве что цветной тачскрин-экран в верхнем левом углу говорит нам о том, что это прибор нового поколения. Так традиции компании Zoom сохранены. Выглядит, управление выглядит очень похоже на все, что мы видели уже раньше. Это уже лейаут педалек. Ну подожди, да, вот как раз на первый взгляд все выглядит страшно, 100-500 кнопок, Да. на второй взгляд уже не так страшно, потому что это все подозрительно похоже на, Педали в педальки, педалборде. да. Педали в педалборде, в которой каждой подписано, что каждая ручка крутит. Отдельно вынесено управление усилителем со своими контроллерами. То есть, на самом деле, это один из самых быстро и легко настраиваемых и корректируемых процессоров, вообще, который я видел за долгое время, видимо, в силу размеров, в силу габаритов и в силу того, что все, что ты не можешь поменять крутилками, у тебя доступно на тачскрине. Все, что недоступно на тачскрине, доступно в крутилках. Ну, во-первых, еще тачскрин тут есть, что само по себе. Что само по себе уже невероятно. Вспомним XFX, который мы обозревали года Ой-ой-ой. 3 назад, и там, чтобы попасть в менюшечку, надо было в менюшечку, потом в подменюшечку, и вот Откровенно так вот. говоря, от того, Да. что ты сейчас возьмешь XFX, который вышел недавно, ничего не поменялось. Ну, тут Всё я не точно курсе. так же. Да, здесь, конечно, несколько удобнее. Давай, наверное, полистаем экранчик, покажем, Давай что тут полистаем. есть. Смотрите, на первом плане есть наши, скажем так, основные виды этого экрана. То есть, если ты хочешь поиграть, например, чтобы тебе показывались все названия пресетов, ты нажимаешь на название пресетов, и вот ты их, когда переключаешь, патчи у тебя переключаются, соответственно, крупно написано, что за пресет включен. Если ты пока что только настраиваешься и не очень знаешь, что там, в каком пресете настроено в педалборде, то вот у тебя вид педалборда написан. Например, в данном случае вот в пресете A001 Cramrock у нас есть Noise Gate, квакушка, Wave Shaper, это как Distortion, усилитель, импульсные кабинеты, эквалайзер и ревер. И, соответственно, выделена та зона, которую контролируют педальки, кроме усилителя. И, соответственно, с кнопочками Scroll можно двигать выделенную зону, например, захватив Noise Gate. Вот. И можно, например, включить квакушку, выключить квакушку, включить перегруз, выключить перегруз, выключить ревер, включить ревер. Вот. Это отражается здесь вот лампочками. Дальше можно посмотреть на банки, чтобы кнопочками большими переключать эффекты. Все, то есть не скроллить вверх-вниз, а прям переключаться. Барабаны, твоя любимая часть. Здесь они есть, здесь их много, мы еще подробно посмотрим. Лупер, довольно стандартно уже все. Тюнер для настроек. То есть видно, что тачскрин. Кстати, пару слов про тюнер, я вот им уже попользовался. Очень удобный. Очень неплохой. Причем мне нравится, что тюнера два. Стробоскопический и обычный. Вот. И он не тупит. И он не тупит, Что он важно. довольно неплохой. Соответственно, можно поменять патч, можно поменять местоположение эффектов. Он, кстати, переключился в другой банк. Вот. Неважно, потом вернем. Добавить эффекты, убрать эффекты, настроить все. Короче, очень много всего, что доступно тебе одним только движением, касанием пальца, соответственно, настроить импульсы, импортировать импульсы, что очень важно. Настройки MIDI, сохранение банков, переключение банков. Здесь очень хорошо продумана вообще вся вот эта система с тем, как ты будешь менеджерить свои пресеты для концерта, то есть составлять плейлисты, то есть пресеты по плейлистам и так далее. Это очень удобно и очень круто, что это так продумано, хотя чего еще ожидать от девайса таких размеров.
Как бы здесь необходимо уже продумывать. В чем как бы плюс большого размера? Можно много настроек сразу же использовать. Тут не в размере даже, а в наличии экрана скорее плюс. Ну да, и наличие экрана, безусловно. Вот. Ну, тут и глобальные настройки. все стандартные глобальные настройки. Там, не знаю, для тюнера, например. Вот. Можно гитарный, можно под какой-то строй, можно там 440 Гц, не 440 Гц. Улетишь в Австралию, будешь 444 настраивать. Ну вот, ладно, давайте перейдем к прослушиванию этого процессора. И перейдем непосредственно к ознакомлению со звуками, которые тут есть, и сделаем элементарно. Возьмем первые 10 пресетов, которые тут нам настроили, и послушаем, что они из себя представляют. А потом уже перейдем к настройке собственных пресетов. Да. Ну, впрочем, как мы обычно делаем. Ну да. Давай, начинай. Давай, первый, крем-рок. Давай. Извините. Надо было сразу Макса Зорина называть, соло из Вельвета показывать. Это специфические шутки. Извините. Давай, твоя очередь. Давай. Какая удивительная штука. О, Marshall Room Mic. Обращу твое внимание на то, что здесь стоят два импульса подряд. Не знаю, на что они намекают, но мне они намекнули на то, что они способны потянуть два импульса. И во втором, смотри, написано room. Просто типа микрофон, комнату взяли. Прикольно. Два дилея, два импульса. холл и два импульса. Фантазеры. Pedal Volume. Работает. Интересное название пресета. Оно как бы говорит... Красная жара, видимо. Красная жара, да, твой любимый. Итак, какие у тебя первые впечатления, Алексей? Ну, первое впечатление, тут более-менее сбалансировано относительно Zoom 505. Короче, Zoom 505, это какие у нас пресеты были? Что угодно, плюс много дилея. Тут, впрочем, дилея тоже много, но пресеты более-менее там
металл можно Слушай, поиграть. а мне понравились встроенные пресеты, вот первые, во всяком случае. Ну, и это, кстати, тоже, да. То есть они не были совсем уж какими-то упоротыми. Да, это не что было частенько и традиционно, бывает. традиционно стрёмные пресеты, которые накручены. Я честно тебе скажу, я полистал тут отдельно, и всякие, вот, например, Octave Down вообще покорил мое сердце, потому что это сразу очень рабочий октаву вниз настроенный звук, вообще это такой. Да, неплохо. То есть, конечно, ревера миллион, я бы его, может быть, подубрал или как-то подкорректировал, но сам тембр не то чтобы прям совсем не рабочий. Не, ну то, для чтобы он ревер там- дилей я даже подозреваю, почему он практически везде накручен, потому что, ну, это все-таки первое, что делают, это дома подключают и, собственно, в Да. этот проц играют, а на диванчике все-таки с эффектами оно покрасивше звучит. Правда, И правда. эти эффекты, ну, Сразу ощущение, будто ты профессионал. да, мы вот с таким ощущением который год и... Впрочем, да, тихо. да. Поехали, попытаемся. Не-не-не, я еще одно Давай, замечание давай. сделаю. Вот мы обычно, когда процессоры обозреваем, перед тем, как пресеты показывать, выбираем все-таки, ну, примерно хотя бы. А тут Мгм. мы прям подряд 10 включили, и вот еще этот один. Ну, то есть все, в принципе, зашли, все норм. Мгм. Поехали уже настраивать свои собственные звуки и начнем с тебя. Так, что у нас тут? У нас тут пустой пресет. Да. Нет ничего. Мгм. Давай добавлять потихонечку эффекты. Давай. Начнем Посмотрим, с как это делать. Усилитель. Да. Значит, тут еще циферки написано. Это... Сколько процессора они занимают. Очень научно. Спасибо, что пишете в комментариях, что я не программист. Я не вот, программист. значит, усилитель у нас есть. Дальше. Ркторг. Знаем мы все вот эти металлзоны в линию, поэтому, чтобы так не было, нам надо добавить Use IR. импульс. Да. Тыкаем и выбираем, чтобы тут выбрать-то. Довольно много импульсов, между прочим. Рект. Так, по-моему... вот- Один да. ин. Во, хорошо. Так, Давай послушаем, что уже происходит у кстати, тебя. да. Звучит? Все настройки импульса видны вот здесь вот на специально предназначенной для этого педальчике. Да, равно как и всех прочих эффектов. Да. Что еще можно сюда впихнуть? Едем дальше. Дальше Мгм. едем. В предыдущую менюшку Change Effect Order. И двигаем импульс сюда. Потому что... Заметили, как он сдвинулся? Да. Я не заметил, но вы заметили, что я там двигал. Значит, добавляем эффектики. Чтобы добавить эффектики, нам надо Change... Где там, господи, Amp эффект. Вот он. Байпас. Байпас нам не нужен. Нам нужен... Так. Это... Модуляйсион? Да, хорус нам нужен. Может, стерео? Да, пусть будет такой обычный хорус. Появился хорус. Слушаем. Ну, это многовато. Да из микса подубери. Да, микс поуберем. Так, и последний байпас нам опять не нужен. Нам нужен... Делай. Потрясающе. Так, аналог, тейп. Аналог дилей. Да. Прекрасно. Ну что, неплохо. Ну, вот так вот.
пресетик получается. Ну что, интересно. И вроде довольно просто. Однако хочется добавить, что вот эти бесконечные переходы вот сюда, чтобы поменять местоположение, чтобы вот здесь вот тут вот что-то настроить, немножко не продумали, но мне кажется, что они могут это исправить со следующими обновлениями. Благо... Ну да, я бы сделал как? Допустим, что типа подержал, передвинул там вот. Вот да, в таком вот ключе. чуть-чуть более как будто бы хочется интуитивно. Если честно, я пока нашел, как выйти в предыдущую вкладку, что нужно вот сверху вниз опустить палец, и он просто же, видите, он... Короче, избаловали нас технологии 21 века. Кажется, что почему они не могут сюда iPhone встроить. Вот, и да, тут немножечко это хитбоксы, так сказать, кривые достаточно. То есть там при нажатии на кнопку, точнее на экран, по соседству кнопки срабатывают, бывает. И это не совсем удобно. Но это на самом деле, мне кажется, просто... Надо учесть, что если в этот процессор встроить iPhone, то он как бы будет еще и плюс соточка за встроенный iPhone. Надо не забывать это. Здесь, поскольку внимание больше все-таки на звук уделено. Что, теперь твоя очередь, да? Да, давай настроим мне мой попсовый звук. Я знаю, что сейчас будут реверы, дилей, фендера. Ну, кстати, не фендера. Мне очень нравится в зуме как это называется? Эмуляция усилителя Matchless. Я вот его и воспользую. Это такой усилитель типа Vox, только стоит гораздо больше в реальной жизни, а здесь я его могу бесплатно взять из настроек. Поэтому почему бы этим не воспользоваться? Итак, подберем под него кабинет, найдем что-нибудь, что называется Ma. Вот, например, так. Это на самом деле уже довольно неплохой звук такой, вполне себе интересный, читаемый. Для фанка я люблю использовать прям вот так, без всяких там реверов, дилеев. Аквак. Это вы сами. Я в натурашку. Вот. Давай найдем какие-нибудь реверочки. Смотрим. Ревер. Весна. Ну и все. При дилее чуть-чуть побольше. Микса чуть-чуть поменьше. А давай хвост посмотрим. Не, это выключение. Это хвост на выключении. Это типа, если ты выключаешь, уберется ли хвост. Это я уже выучил. Это они всегда так делают. Супер. Какой-нибудь дилейчик. Ты какой использовал? Аналоговый? Аналог, да. А я давай мод-дилей использую. Модный. Итак. Времени навалом. Фидбэка слишком много. Микса слишком много. Ты опять вместо ревера дилей запихал? Да, я так люблю делать. Давай вернем. Угу. Да, лучше в другой слот. Так, ну подожди, не издевайся надо мной. Микс убираем. Та-та-та. Во, шик, блеск. Что еще нужно для звука мечты? Овердрайв? На случай соляка можно и овердрайв. Давай посмотрим, какие они тут есть вообще, в принципе. Смотри, драйвы. TS, EP Stomp, EP Booster. Смотри, они у Ксотика подтыбрили сколько перегрузиков. Ну так я для ознакомления вообще покажу, что есть всякие вон. MAV, Treble Booster. Давай я использую Gold Drive по традиции. Оп, вот. Гейна можно не и, так кстати, много. внизу экранчика тут нарисован загрузка процессора, то есть еще можно много толкать. Кстати, он довольно такой производительный.
Ну что, мне нравится. Ну и по традиции в окончании выпуска мы подводим некоторые итоги. И, кстати, еще упомянем пару функций, про которые мы не говорили вроде как, но сказать про них нужно. Во-первых, процессор умеет как лупер работать, но это, опять же, в принципе, не новость. Любой процессор. Не сильно удивляет. Тут как бы говорить-то не о чем. Вот, Однако лупер. есть барабаны. Да, есть барабаны, там всякие виды барабанов. Куча паттернов. Где-то Есть специальные для игры в метро. Про функционал теперь. Да. Да, он, естественно, умеет еще как аудиоинтерфейс работать. Да. Можно подключить к компьютеру и писать свои шедевры. Вот. Пару слов про еще управление и габарит еще. Скажем, да? Кнопок много. В целом удобно то, что можно там скроллить туда-сюда, как бы с морды прям рулить. Но это все, с одной стороны, удобно, с другой стороны, вот такой вот размер, 2х2. Огромный корпус, это, конечно, все еще меньше, чем Helix и Headrush, да, но довольно большой. То есть для меня было бы это проблема, потому что своим гитарным чехлом меряю, и как бы он туда не влезает, это нужна дополнительная сумка, соответственно. Вот. Но есть замечательный экранчик, на котором все довольно удобно рулится. Опять же, к нему есть вопросы по точности нажатия, по тому, что там некоторые менюшки как-то так немножко спрятаны. Нельзя прям сходу перетаскивать, но это все, в принципе, фигня, потому что трудозатраты это особых как бы не составит. Ну да. Пресет вы рулите один раз, дальше уже с морды докручиваете. Вот. И про звук, ну, скажи что-нибудь. Про звук самое главное, что наконец-то в Zoom появились импульсы. Наконец-то уже этот процессор начал звучать более-менее по-взрослому. Да, кстати, про импульсы. Там встроенные кабинеты, которые хуже. Ну, это... В разы. Они прям значительно уступают импульсам, но и технология как бы вот этого вот кабинетного эквалайзерного моделирования, она уже устарела. Импульсы, это, конечно, за ними будущее. Их здесь много. Можно подгружать новые, можно подгружать коммерческие импульсы. Это, конечно, большой плюс. Мне также понравился вот этот всякий color-кодинг педалек. То, что я уже запомнил, что вот беленьким это импульс, а красненьким это перегруз, синий, значит... Дилей? Дилей, да. Красный это красиво, а белый элегантно. А зеленый это тюб-скример, да? Зеленый тут дилей, синенький ревер. Не наоборот. Ну, в общем, в принципе, можно запомнить со временем. Да. И так просто на взгляд кидаешь, думаешь, вот тут у меня вот это включено, вот это выключено, классно, удобно. То, что можно каждый эффект быстро настроить, то, что мне не хватает часто в процессорах, и то, что мне нравится в педалбордах, это то, что можно быстро накрутить любой эффект. Здесь это присутствует. Здесь все, что угодно, меняется просто вот так, по щелчку. Что еще добавить? Есть разрыв педали. Для подключения педалей своих, например, если есть какой-то любимый перегруз или любимый дилей, можно его в петлю эффектов вогнать, и он будет работать. Можно его включить через управление процессора. Кроме того, выход стерео джеками, что меня удивило. Почему-то Zoom решили, что выход на XLR в таком процессоре не нужен. Я бы добавил. Ну да, но, это, кстати, опять же, для концертов это такое. Ну такое, да. Типа на больших площадках точно придется пользоваться дополнительно этими самыми дебоксами. Вот. Дебоксами. Кроме того, есть выход на наушники. Не во всех процессорах он есть. Здесь он есть. Это классно. Очень широкий функционал у процессора с MIDI и очень широкий функционал с всяким подключением дополнительных USB, прочего и прочего. То есть здесь он работает и на выход USB, соответственно, как USB-хаб можно использовать в плане... можно подключить свисток с Bluetooth, например, что меня удивило в 2021 году немножечко. Но, тем не менее, можно подключить внешний свисток с Bluetooth и управлять им через телефон. Почему не встроили? Дополнительный вопрос компании Zoom. Но зато у них есть такая функция. Это уже классно. Уже классно, что так можно. Ты уже сказал, что работает как звуковая карта. Это, видимо, концепция компании Apple, еще дополнительное устройство, чтобы потом купили. Конечно, вот. Да. Ну, в целом, функционально, звучит хорошо. Да. А как вам он понравился? Оставьте нам комментарии внизу под этим видео, что вы нашли полезного для себя, а что вам кажется, что в этом
процессоре не хватает. И, конечно, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, да вы и сами все знаете. Всем До пока. новых встреч! Ты опять вместо ревера дилей запихал? Да, я так люблю делать. Давай вернем. Чуваки, не затягивайте, ролик уже 20 Подожди секунду. 20 минут идет. Алексей, ты видишь, где... Заткнись.